Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Астро Испирационе. Второй прогноз, второй расклад, новые люди в вашей жизни, новые отношения, новые знакомства. И совсем не обязательно, что это история любви. Может быть, вы чувствуете, ну, как-то не хватает в жизни драйва, или одни и те же персонажи. Для кого-то это и правда застоявшееся какое-то одиночество. И, ну, выход нужно искать, потому что кто же нас придет тут развлекать? Скорее всего, нет. Значит, какие-то варианты можем продумать, да? И не обязательно, что это будет какая-то сразу восхитительная любовь за первым поворотом. Но, может быть, что-то начнется из дружбы. И дружба– это основа отношений. Вполне вероятно, для кого-то дружба может начаться или знакомство через рабочие моменты, или когда вы идете, ну, допустим, что-то изучать. Конечно, это может быть связано, когда вы, в принципе, дома не сидите, перемещаетесь, готовы, в принципе, изначально вот к этому знакомству или, скажем, контактам с новыми людьми. Не закрываетесь, а готовы поддержать какой-то диалог. Хотя я допускаю, и его величество случай такой тоже может быть. Но вот давайте посмотрим, каким образом допустить или откуда, с какой позиции, через какие энергии, через какие сферы жизни, может быть, к нам придут новые люди. И у нас 3 варианта. Вы можете, конечно, задать, или загадать один какой-то свой вариант, но я бы сказала, загадайте 3. К примеру, пусть это будет, допустим, его величество случай, да, вот, то есть внезапные какие-то знакомства через лиц контактных, работа, друзья, или еще какое-то общение, ну, вот так вот в целом. И, к примеру, когда вы вообще куда-то отправляетесь или путешествие, или, опять же, каким-то иным образом расширяете диапазон контактов. Вот давайте посмотрим. На 3 разных варианта всегда вариабельность– это хорошо, чем один вариант. И кто знает, может быть, вы задумали один вариант и надеетесь, да, а тот как раз вам судьба пошлет новое знакомство совершенно с другой сферы. Давайте приступим. Первый вариант. Кому недостаточно времени, ставьте на паузу, чтобы определиться. Но я не открываю. Давайте мы продолжим сразу. Очень много карт. Но там уже жезловые силы, энергии. Это уже явно по первому варианту проходят те, которые, ну, готовы к общению. Или для кого, словно прежняя палитра отношений, она уже там как будто всеми красками проиграла. Все, что могли, вы там, все шедевры создали, хочется так сказать. Итак, первый вариант. Будет ли знакомство в ближайшее время? Будет ли знакомство в ближайшее время? Вы знаете, вы тут несколько подзастряли. Вам сложно знакомиться стало, вот кто загадал первый вариант. Вы закрываетесь от людей. Может быть, вы кому-то и не верите. Для кого-то из вас сейчас просто на повестке каждого дня стоят вопросы финансов. И рад бы, да, вот полету души, а вот все как-то не взлетается, потому что или опыт, сын ошибок трудных тянет назад, или на самом деле есть какие-то темы, которые заставляют вас быть более таким конкретным человеком, много работать, например. Может быть, много времени даже и не одно направление по работе, а когда и на службу ходите, а потом еще и дома продолжаете, то действительно выкроить время очень сложно. А прежняя и еще вдобавок история вас тоже не порадовала. Явно для тех, кто загадал первый вариант, была какая-то история, может быть, и история-то уже закончилась. Хотя я могу предположить, что она закончилась, знаете, первая карта– король мечей. Мои дорогие девочки, тут могла история не то, что даже закончиться, она и не закончилась вроде бы. То есть двое друг другу не проговорили, что, ну, мы прекращаем общение. Или что-то такое типа вялотекущих отношений. И не да, и не нет.
но и вы уже где-то поняли, нет смысла продолжать какой-то диалог, либо человек закрывается, а у вас и своих полно проблем, поэтому вы переключаетесь именно на заработки. Вот такой вариант я тоже допускаю. Но и вы сами, видимо, от предыдущих отношений остались в разочаровании. По крайней мере, на момент просмотра этого видео я не могу сказать, что вы забыли какой-то свой прежний грустный опыт. Поэтому будет ли знакомство в ближайшее время? Тут человек занятый нам показан. Будет ли знакомство? Вот тебе здрасте. А тут, вы знаете, вы можете ожидать, что к вам человек еще проявится. Может быть, человек уже и проявился из прошлого. Вот неожиданный вариант. 2 шестерки. С одной стороны, ведь правда, вы как будто ждете, что придет какой-то человек или возобновится общение. Все же первая карта у нас именно ностальгия. Она вас держит. И я должна сказать, если на новое знакомство, будет ли оно в ближайшее время, а ведь оно может быть. Ну, тогда для вас вы как будто мимо проходите и не замечаете. Вы погружаетесь в свои мысли. И у кого-то здесь и работа, и прежняя история любви, или прежняя история отношений, или прежняя история дружбы. Но с учетом шестерки пентаклей, да, в ближайшее время, ну, понятно, в ближайшее время это пару-тройку месяцев может быть. Ну, или какие-то свои там ваши сроки можете загадать. Но, или, может быть, вы их уже загадали. Но будем реалистами, тем не менее, нам говорят, да, история может как бы какая-то у вас начаться, это точно. Вот в той сфере области жизни, если вы заранее ее продумали. Или для кого-то, кто не задумывал никакие варианты, то здесь это может быть связано либо с работой, либо с какими-то документами, инстанциями, чиновниками. Ну и правда, знакомство может состояться где угодно. Что за человек? Этот новый знакомый. Откуда? Как? Ух, тут прям харизматичного лидера какого-то вы притягиваете. Это может быть и человек, который наделен властью. Вот посмотрите, опять нам говорят о том, что вы можете встретить человека, или, с одной стороны, вы предполагаете, у меня незавершенные отношения, я встречу человека, что буду делать? Между двух огней. Давайте достану еще одну карту. Вас действительно какая-то прошлая история тормозит капитально, потому что вы как в оборону сразу, понимаете? У вас сложился какой-то свой алгоритм отношения к людям, именно из-за того, что прежняя история, она была со знаком минус. И вы воспринимать можете людей, как будто им всем что-то от вас нужно. Я, кстати, могу такое и допустить и наяву, потому что по королю жезлов это тот человек, который красиво говорит. И мы, когда слушаем, мы можем даже подумать, что надо же, наши взгляды совпадают, наши эмоции где-то близки. Если мы вот говорим, когда рассматриваем вариант нового знакомства, вроде в человеке есть и чувства, или какая-то эмпатия. С другой стороны, вроде бы и человек тот, который чем-то занимается, или он, по крайней мере, так человек может себя позиционировать, что он чего-то добился или чего-то достиг. Но в итоге потом-то все равно какая-то путаница. Но встретиться вы можете, скорее всего, или откуда, да, может быть человек, он именно приходит через вашу какую-то активность. И это может быть связано даже с такими ситуациями, когда вы вначале, ну, пусть это не явная какая-то конфронтация, но он вам может не понравиться. Да, правда. Или когда будет какая-то другая ситуация, когда вы будете в полярных мнениях. А что это за ситуация? Но опять же, вы никому не верите. Вы понимаете, что вам всей правды не договаривают. Более того, вам чем-то, может быть, кстати, даже человек неприятен, и вам захочется, как начались отношения, так чтобы они и закончились. Вот так буквально быстро и ничем. Вот интересно. Вы не совсем готовы, первая позиция. Вы явно видите какой-то подвох. По крайней мере, ваша внутренняя настроенность, но она не открыта. Я могу допустить, что люди могут
как раз и появляться к вам с целью каких-то контактов. Но вот как и королева жезлов на своей волне, так и король жезлов. И хоть вроде бы нам пару показывают, но каждый немножко сам по себе. Может быть, и есть какой-то один общий интерес, но интерес мелкий. И больше предубеждений из прежней жизни, из прежнего жизненного этапа. Вы можете оставить эти отношения только лишь потому, что вам будет что-то любопытно. Какой интерес у человека к вам? А, кстати, человек может находиться в таких же разочаровывающих энергиях, потому что у него какая-то своя история предыдущая. Она оставляет желать лучшего. Кстати, человек может быть на момент знакомства в сложном финансовом положении. Вот теперь я могу даже так сказать. Человек может к вам испытывать именно интерес чисто материальный, мои дорогие, и если вы что-то подобное чувствуете, не попасться на какую-то удочку или не быть в состоянии жертвы, для вас будет тоже важно. Но и человек-то где-то может замыкаться. Все же это общие прогнозы, правда? Самому придется, видимо, или самой разбираться, что же оно по факту. Но и человек может, смотрите, словно сделав шаг вперед, делает сразу шаг назад. Или, к примеру, это может быть ситуация такого рода, когда вроде бы и готов, или делает человек первый шаг, как вот знакомство, и в то же время либо одевает маску равнодушия, или создает такое, пытается создать впечатление своей отстраненности, что ему не так важно продолжать отношения, что вот как-то он может и обойтись, в принципе, без этих отношений. Вот интересная история. Так интересно, а кто же тогда из вас сделает первый шаг? И если вы загадали какую-то сферу жизни, вот вы можете где-то уже просчитывать, насколько вам судьба посылает эту самую возможность или не посылает. Кто же сделает первый шаг? Каждый будет ждать, что кто-то этот шаг сделает другой. Кто сделает первый шаг? Тут, правда, какая-то ситуация вас может свести, а человек однозначно, вот мои дорогие девочки, человек будет чувствовать, что вы очень ресурсны. И у него какой-то полный провал по всем номинациям, будь то в личной жизни, может быть и в деньгах, может быть и с жильем даже. Тут вот правда, тут полное какое-то фиаско. Он ни выхода, ни хода не видит, вообще ничего. И с одной стороны, он боится вас спугнуть, вот буквально. Тут не самый оптимистичный прогноз, поэтому будьте внимательны. Но он чувствует вашу ресурсность и просто он вас заинтересован. Мои дорогие мужчины, это вы можете вот встретить такую женщину и тоже будете ее бояться спугнуть. Ну, правда, ради честности надо это сказать, признать. Ну и хорошо, какие же там проблемы вообще? Как будут развиваться отношения? Или сразу на каких-то трудностях все закончится? Ну, например, дружба там или что-то такое. Первый вариант. Будет ли там какое-то развитие? Вот каждый будет думать. Знаете, вот не случайно судьба, видимо, сводит. Старший аркан Колесница. Для кого-то из вас это случайный попутчик. Или вы можете вдвоем оказаться в какой-то интересной ситуации, мои дорогие, вместе. И вы, мои дорогие девочки, здесь будете именно играть первую скрипку, потому что человек как будто мечется, не знает куда, вправо, влево, или не знает, какой выбор принять, или вообще не знает, как поступить. И пусть это мужчина, ну и что, а вы сильней. Мужчина, перекладываете, правда, что-то подобное может проиграться, так что вы словно обесточены. Женщина на данный период, она сильнее, она ресурснее. Это на самом деле так. Так что ж там за проблемы, трудности. Но нет, вот тут вот все-таки дружба какая-то по первому варианту. Знаете, тут и можно что-то создать, но потом тут, скорее всего, кто-то, тот, кто сильнее, оставляет эти отношения, потому что за ненадобностью уходит в этого самого отшельника. Ну, хорошо, и к чему все это идет? Ну, вот как, вот к этому не хочу. Это однозначно. Да, нет согласия, понимаете? Судьба может послать вам действительно знакомство. А я должна сказать, кто смотрит мои
видео именно, ну вот смотрите, еще на дне королева мечей. Это та, которая про образ Юдифи. Уж отрезала, так отрезала. Поэтому первый вариант, мои дорогие, тут скорее мы настороже. И непродуктивность, продолжение этих отношений или каких-то контактов. Или, знаете, у одного есть выгода, заинтересованность, а отношения все-таки строятся на искренности, а искренности нет. Вы можете быть вообще как полярные люди. Для кого-то может даже так проиграться, а туда-сюда, вот это да, аркан колесница, что, ну, ни одна карта об этом не говорит, но тем не менее я допускаю, сейчас очень популярное интернет-знакомство, и мы можем попасться и на скамера, почему нет? Тут надо быть очень внимательным. Или вот тот, кто смотрит мои видео именно в преддверии августа, вторая половина июля, нам могут высшие силы словно преподнести такую возможность в виде знакомства, и мы можем даже, ну, как какая-то страстная любовь, но это, знаете, как кратковременная вспышка, и даже во время этой вспышки нельзя ни в коем случае замечтаться, потому что мы оказываемся на волне этих самых эмоций и утрачиваем контроль за реальностью. Вот такое вполне может проиграться. И чтобы не было пробуждения горьким, тут все равно же все сводится к тому, что что-то не продолжается. Последняя карта, к чему все идет. Она идет, тем не менее, да, вот эти вот, как бы и не хочется в том направлении смотреть. И когда мы никогда не договоримся, или вы имеете разные взгляды, в итоге конечный интерес – это, опять же, деньги. Ну, вот таким был первый вариант, мои дорогие. Будьте внимательны, бдите буквально. Ладно, перейдем ко второму варианту. Будет ли знакомство в ближайшее время? Будет ли у вас знакомство в ближайшее время? Тут смотрите, тут карта такова, что вы можете куда-то отправиться, поехать. Вы можете даже поехать не обязательно далеко, вы можете поехать в какие-то инстанции, учреждения или учреждения образования. Или вы можете искать информацию по части, вот как обустроить какое-то дело, вопрос решить. И совершенно случайно, вот так вот именно случайно вы можете познакомиться. И для вас, кстати, это может быть какой-то вопрос, который вы решаете на таких тяжелых эмоциях. И вполне вероятно, вы вообще не будете настроены на какое-то знакомство. Ладно. Что же за человек вам может встретиться? Хотя нам сказали, король мечей – это тот, который привык командовать. Ну и вы тут под стать королева мечей, каждый на своей волне. Каждый не готов ни к каким знакомствам или продолжению. Но будет, знаете, такая алхимия притяжения. По принцессе Жезлов захочется узнать друг друга поближе. Не могу сказать, опять же, с учетом восьмерки кубков, что вы здесь будете готовы продолжать что-то. Может быть, даже будет первое такое впечатление, откуда, что за человек. У кого-то проиграется именно когда на безрыбье и рак рыба, мои дорогие, правда? А у кого-то это может проиграться, когда вы именно перемещаетесь, вы не настроены, или перемещаетесь в какие-то инстанции, как я сказала, или вы находитесь непосредственно в процессе дороги, перемещений, и вы не совсем тут настроены на какие-то новые союзы, знакомства. Вот интересно, так что же за человек? Откуда? Откуда этот человек? Ну, по нулевому аркану это как будто, знаете, случайный попутчик. Или его величество случай. Вот по второму варианту его величество случай точно. Что же еще за человек? Ну, нам уже не одна карта говорит. Вторая позиция – это случайное знакомство. Причем по второй позиции интернет-знакомство может быть с учетом шестерки мечей. А по аркану колесницы больше тут. Хотя, если мы берем колесницу, это ведь тоже пространство, эфир, интернет. Или сама по себе колесница – это расстояние еще есть, да?
Расстояние, как и в километраже, может быть и расстояние по времени. Вот здесь вы будете думать, и человек будет думать, а стоит ли вообще этому доверять, и вообще, что это такое. Вот интересно, что за человек? Человек от вас будет закрываться, человек будет вам о себе многое не рассказывать. Так что же за человек все-таки, с кем вы можете по второй позиции познакомиться? Иллюзорного успеха. Нет, все-таки нам еще раз повторяют, человек закрывается. И он может даже о себе рассказывать, к примеру, какой-то негатив. Он не будет стараться произвести на вас впечатление. По королю Пентакля это реальные люди, которые сделали свой успех сами, себя создали сами. Вы можете отчасти судить по этому человеку, ну, может быть, по каким-то предметам, которые там в его руках, как он одет, например, или как он говорит, манера держаться, да, вот тут вы можете, вот как король Пентаклей, человека может веять чем-то таким надежным, да, хотя внешне ничего к этому не располагает. Хорошо, какой интерес у человека к вам, вот лично к вам? Что вас будет связывать? Опять же, стремительность, скорость, внезапность, мои дорогие. Интереса к вам нет никакого, вообще должна сказать, укращенная сила. Он будет на вас, ну, наверное, смотреть так немножко свысока. И вас это тоже может несколько отвернуть, потому что, ну, не строится какой-то диалог. Вот странный второй вариант. Здесь человек привык действовать по своему усмотрению, он живет по своей указке. Здесь может быть человек, который вам выдает себя за, допустим, одну личность, а на самом деле он о себе вообще не может рассказать, потому что, к примеру, я такое могу допустить. Либо он работает в каких-то структурах, или он занимает высокий пост, и он понимает, ему репутация – это как номер раз. И мне не нужны какие-то вот такие интрижки на стороне. У кого-то эта карта будет свидетельствовать о том, что человек женат, мои дорогие девочки. Иногда по аркану император такое проигрывается. Хорошо, так а что же вас тогда сближает? Что же вас сближает? Ну вот какая-то алхимия и сближает по аркану Солнца, победа, смотрите. У вас будет явно какой-то разговор сложный. Или тема, в которой, или обстановка, в которой вы можете оказаться, она будет создавать ситуацию, когда вы каким-то образом проявитесь. Именно ваш интеллект проявится, ваши мысли. Вы сами в сильной как бы позиции, поэтому вы тут на уловки императора не очень сами поддаетесь. И человек действительно может быть заинтересован, потому что вы как-то мыслите нестандартно. Он вас увидит личность. И вот это восприятие, может быть, мои дорогие девочки, мужчина, ну, воспринимает женщин как, знаете, какое-то бесплатное приложение. А вот ваша независимость, она его может так и зацепить. Хорошо. Так кто из вас делает первый шаг? По четверке туз кубков. Вы знаете, тут как будто может быть такая ситуация, когда вы либо обменяетесь, ну, допустим, или каким-то образом человек вас может потом найти, ну, или, может быть, информация какой-то, вы можете обменяться, смотря при каких обстоятельствах знакомства. Ведь у кого-то, может быть, знаете, его величество случай, когда вы идете вправду в какую-то инстанцию, и человеку совсем не составит труда вас найти. Здесь может состояться, смотрите, пауза и 13-й аркан, завершение. А в середине у нас туз кубков. Поэтому я могу предположить следующую историю, что если это знакомство буквально с каким-то как руководящим лицом, то информация у него будет. И вполне вероятно, как вас найти, он будет знать. Другой вопрос, у его будут, нужно как терзать противоречия, стоит ли вообще в принципе это продолжать. Будет определенный интерес какой-то.
Хорошо, так сделает ли конкретный человек первый шаг? Вот этот туз кубков, как он проявится реально? Как он проявится реально? Ну вот признанная сила, так и называется эта карта, он именно интерес к вашему интеллекту, к тому, что вы не ждете манны с неба, к тому, что вы умеете, может быть, мои даже дорогие девочки, сами как-то противостоять трудностям. Тут вот именно мужчина может влюбиться в харизму женщины. Пусть эта харизма сложная, пусть она такая противоречивая, а ему не нравятся такие простые или упрощенный, будем говорить, вариант, который смотрит ему в рот. Тут и сам мужчина очень сложный, нам об этом тоже сказали. Хорошо. Будут ли проблемы, трудности, препятствия в ваших отношениях? Вот давайте еще раз спросим. Случайное знакомство. Тут сильное притяжение, страстное притяжение. И когда сочетаются, смотрите, королева жезлов и король жезлов, когда будут сочетаться и любовь чувственная, такая яркая, страстная и одновременно притяжение может быть, когда нет материальных проблем, когда каждый не нагружает своего партнера теми вопросами, даже если нужно что-то решить, а когда вы именно встречаетесь. Вы как отдушину можете себе такое оставлять, какие-то приятные встречи, контакты, дружба. Вот на этой почве, на этой волне отношения и могут развиваться. Ну, так давайте тогда спросим, к чему все это идет. Хотя нам пару показали. И вот смотрите, совершенное счастье. Я уже не тяну дальше. Карты очень добрые как раз. Смотрите. Как и девятка кубков, десятка кубков. И буквально пара. И тем не менее, несмотря на то, что двое совсем непростые, а какая-то история, даже начавшись с противоречий, постепенно, шаг за шагом может перерасти в дружбу и по последующем в какой-то прочный союз. Я такое допускаю. Третий вариант давайте мы с вами посмотрим. Кто загадал третий вариант? Или, может быть, вы загадали на определенную какую-то сферу, да, откуда к вам может прийти этот новый человек, новое знакомство, новая дружба, новые контакты. Давайте узнаем. Будет ли знакомство в ближайшее время, мои дорогие? Но по тройке мечей нет. Вы еще во власти прежних каких-то эмоций. Но, тем не менее, с колесом фортуны, да, вот так вот, полярно. А давайте еще раз. Может ли быть? Да, вы знаете, тут третий вариант. Кто загадал? Это очень такой серьезный может быть вариант, потому что здесь вам как пространство Вселенной может помогать, потому что вы несколько подзастряли. Тут как помощь высших сил, именно чтобы вы вышли из какого-то лабиринта. И колесо фортуны – это случайная случайность. И даже если вы, допустим, загадали через сферу работы, например, да, к вам придут новые контакты, новые люди, или пусть через сферу обучения, или какую-то другую там плоскость вы загадали, то здесь и это тоже может где-то меняться. Его величество случай или случайная встреча. Хорошо. То есть нам сказали, что знакомство может быть. Что за человек? Для чего он вам, будем говорить, для счастья или для опыта? Судя по всему, для эмоций так это точно. Но скорее тут будет для эмоций, мои дорогие. И если мы говорим о счастье, для того, чтобы вы увидели, что жизнь, или чтобы для вас жизнь заиграла разными красками. Потому что вы как подзастряли. Я допускаю, что и человек где-то тоже будет так немножко с опаской. Но по десятке чаш, смотрите, король извините, кубков, это люди, если девочки смотрят, то это тот человек, который имеет семью. И десятка чаш нам будет подтверждать. То есть отношения для чувств или для любви, может быть, любовь идет под разными флагами, и
иногда накрывают эти чувства, а люди, мы называем это любовный треугольник или квадраты, тут тоже бывает такое. Вот здесь могут и один, или двое даже быть в одних отношениях, и вдруг, и может быть, отношения так вот не клеятся, кстати. Почему тройка мечей? Поэтому вы и допускаете, что хочешь или нет, уже прежняя история заканчивается. И здесь вам словно такое испытание судьба может послать контакты с человеком, но который будет в чем-то похож на вас. Правда? Хорошо. Но нам однозначно сказали, что человек не свободен. Третий вариант. Какой интерес у него к вам? Давайте узнаем. Какой интерес у человека к вам? Ну, у него свой интерес по семерке мечей. Причем такой узкий. И, кстати, человек, несмотря на то, что приятные эмоции вроде готов дарить или что-то даже вам готов обещать, но человеку ничего не стоит в любой момент эти отношения прекратить, да? Он может с вами строить планы, он может с вами планировать какие-то путешествия, он может о себе много не рассказывать, это точно. Человек здесь как двумя жизнями живет. Или для него, может быть, это уже практика, когда он заводит отношения, и, имея, допустим, даже семью, или пусть это не буквально семья, а взаимоотношения в паре. И его вторая половина, с кем он вместе проживает, может быть, и не знает, что он такой ходок в разные стороны, в разные направления. А потому, наверное, и не знает, потому что человек способен начать какие-то отношения, потом внезапно их обрубить. Интересно. Кто из вас делает первый шаг в этих отношениях? С чего-то же они начинаются, правда? Давайте узнаем. Человек себя позиционирует как император. Ему хочется казаться сильным. Он может рассказывать многое. Он может обладать, безусловно, определенным интеллектом. Он может говорить на разных языках с вами. Он может вас чем-то привлекать, каким-то путешествием на самом деле. У кого-то может быть и знакомство через интернет, будьте внимательны здесь, или посредством, да, когда вы человека достаточно не знаете хорошо. Тут вам могут люди говорить, вот как жить этими обещаниями, которые, они известно, исполнятся или нет. Все выглядит очень красиво. По шестерке пентаклей тут могут быть даже какие-то начальные проявления или обещания, что я тебе там в чем-то помогу, или, ну, как чем-то помогу. Такое может звучать по шестерке пентаклей вроде, или человек может создавать такой ореол, что вы подумаете, ну надо же, вот я действительно встретила свою судьбу. Интересно. Да какие проблемы, трудности, препятствия в ваших отношениях? Выбор, его величество, выбор. И все-таки есть правда. Вот, видимо, вот эту дистанцию, вам знаете, мои дорогие, может быть, придется для кого-то, вот будьте внимательны. По пажу мечей есть правда, истина. И правда, истина, она одна. Это не то, что мы себе надумали, но может быть вполне вероятно, что у кого-то из вас вы как перед выбором встанете, или отношения могут даже или быть настолько многообещающими, или где-то ваши планы, мечты, когда вы мечтаете вдвоем, я такое могу предположить, они уже куда-то далеко уйдут. А потом может быть такое пробуждение не самым радостным, когда вам придется, ну, вот принять вот какую-то реальность. Вы знаете, но тем не менее у вас получится пройти вот этот как путь очень короткий, может быть, из 2 шагов над обрывом. Потому что есть какая-то... Для чего-то вам человек нужен. Я могу предположить, что если говорят по судьбе, вот правда, может быть человек для опыта, чтобы еще раз как не попасть в какие-то силки. Вы выходите победителем, это точно. Но чего это вам стоит, нам карта ведь точно не говорит. Э, То, что это будет как-то непросто и будет какая-то путаница, будет какой-то иллюзорный период, когда кажется, что ну вот-вот и что-то решится, а потом все равно придется самой идти вот над этим обрывом, потому что правда, она есть правда, и мы ее узнаем.
Вот такие проблемы, ну, если мы спросили, да? Королева мечей, да. Тут вот не случайно, наверное, король мечей. Может быть, это те отношения, когда мужчина приходит в жизнь женщины именно для того, чтобы она научилась уважать сама себя, научилась быть сильной. Во что же перерастут ваши отношения? Давайте, тем не менее. Или каково продолжение? По аркану башня тут может быть все-таки... Но нет, башня с восьмеркой чаш. Отношениям суждено пройти какой-то определенный этап. И это как вот в небесных скрижалях прописано. Тут, правда, отношения для опыта, мои дорогие. Потому что, ну, тут вот именно пока мы какие-то свои, может быть, гештальты закрываем. Может быть, и человек свои какие-то. Тут ведь есть определенное общение, когда, знаете, вы тут не очень-то готовы подстраиваться тоже. Хотя человек всегда привык играть какую-то первую скрипку, но вполне вероятно и для вас какой-то жизненный опыт, вот, да, контакты с определенным человеком вас тоже делают сильнее, после которого вот этот опыт, нам же тут сказали уже, что обман напрямую возможен, поскольку человеку не составляет труда завершить эти отношения. И вы, кстати, если прежде находились в какой-то истории разочарований или когда вас предали, как ни странно, мои дорогие, если вы даже загадали на недавнего знакомого, может судьба преподать еще такой урок, как, знаете, вам на прочность и выдержку. И вот эта новая история, она будет отчасти походить уже на ту, которая была. Вот это действительно экзамен жизни на стойкость и выдержку, когда вы сами как будто должны вовремя отказаться. И к чему это все идет? Путаница вот эта ваша, как в ментальности, должна быть устранена. Вам должно быть, знаете, вот легко уходить, вот как этому человеку, ему не стоит. Быстро раз и завершить отношения. И вот вам тоже закрыла в прошлое дверь и уже смотришь в другом направлении. Вот эта путаница, как повязку с глаз, мы снимаем молниеносно. Мы понимаем, что есть какие-то детали в этих отношениях, которые как сквозят. Может быть, это вы чувствуете уже где-то недосказанность или какую-то фальшь со стороны человека, намеренную, да, не просто недосказанность, а фальшь. И это вас должно остановить. Вот такой вот опыт можете проходить. И к чему это все идет? Ну вот смотрите, потому что потом последует все равно тот период, когда мы приведем и мысли в порядок, и силы в порядок, двойка жезлов, когда ничего не происходит. Но самое главное, это как кармический урок, когда у вас должно очень быстро заканчиваться ваше ожидание, терпение. Тут вы чересчур по третьему варианту, кто загадал, вы слишком много надеетесь на людей, которые не способны откликаться на ваши ожидания, мои дорогие. Вы теряете время, вы теряете собственные ресурсы, вы позволяете людям, ну, вами как руководить. Потому что искусственно затягивая ситуацию, мы не просто соглашаемся быть в какой-то подвешенной, да, ситуации или быть в роли жертвы. И у вас по третьему варианту здесь более выигрышная позиция, потому что если бы прежде, допустим, эта история длилась намного дольше, то здесь вы вот в прошлая дверь, вы как будто закроете одномоментно, потому что здесь, смотрите, королева мечей, которая как отрезала, так отрезала, да. И где-то я могу предположить, вы уйдете по-английски, мои дорогие. Обрубите, как концы воду. Вот есть такое выражение. И вам захочется даже по третьему варианту дать человеку прочувствовать все то, что вы пережили и в этих отношениях, и, может быть, в предыдущих. Перекладывайте на себя, буду благодарна вашим комментариям. Вообще, первый и третий вариант, ну, не самые такие, будем говорить, перспективные. Ну, что поделаешь, видимо. Напишите, мои дорогие.
Есть смысл делать такие расклады и как часто. Все же жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И правда, порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.